Девиз «семерки мечей» – нормальные герои всегда идут в обход. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Эта карта описывает попытку при помощи каких-то трюков и махинаций найти выход из сложной ситуации, избежать конфликта. Она указывает на необходимость проявлять хитрость, думать головой. Сегодняшний герой Оноре де Бальзака просто поразил меня своей изобретательностью. Конечно же, это любовная история. Это ведь озорные рассказы. А потому в вашу копилочку добавится новый архетипичный образ. Если раньше вы считали, что семерка мечей – это всегда про измену и обман, то этот персонаж расширит ваш кругозор, и вы увидите, насколько изобретателен может быть человек в завоевании сердца любимой. Добрый вечер, дорогие друзья! Присаживайтесь поудобнее. Девушки, приготовьте носовые платочки. Мужики, плачьте в себя. Перемещаемся на несколько сот лет назад в провинцию Турень. Сейчас я вас быстренько познакомлю с несколькими действующими лицами. Итак, муж по имени Баттерне по складу своего характера не питал никакого доверия к прекрасному полу, он дожил до преклонного возраста, без подруги, не умея, да и не желая быть приятным ближнему. Вечно ходил неопрятно одетый, все свое время проводил в походах с немытыми руками, а лицом смахивал на обезьяну. Но когда сеньора де Баттерне минуло 50 лет, он решил обзавестись супругой. Недолго думая, нашел себе благородную девицу из дома неких Роганов. Девушку звали Берта. Она стала его женой. Юная, почти еще ребенок, очаровательная красавица, к тому же добродетельная и до безумия верная своему супругу. Спустя какое-то время у них рождается сын, в котором она души не чает. На сцену выходит наш главный герой – бакалавр Жан де Саше. Однажды Берта со своим мужем-воякой оказывается на балу. В нее тут же влюбляется наш Жан. Его кузина, видя всю эту картину, вызывается помочь Жану заполучить Берту. Она отправляет его поскорее вон из поля зрения, а сама словно лисичка вьется вокруг наивной Берты, рассказывая ей слезливую историю про какую-то бедную девушку Сильвию, которая после разлуки со своим кавалером чуть ли не покончила с собой. Берта вызывается взять шефство над этой страдалицей, тем более, что, как выяснилось, они из одной местности, из одного города. Она берет разрешение у своего мужа, чтобы Сильвия могла пожить у них какое-то время. «Да, без проблем», — говорит старик Баттерне, не чуя подвоха. Его не чуяла и Берта. Но вы-то уже догадались, что бедняжка Сильвия и Жан де Саше — это один и тот же персонаж. Парень был юн, а потому замаскировать его лицо и нежный голос под женский не составило труда. Оказавшись в поместье, естественно, он вел себя как Сильвия, следуя заранее составленной легенде. Можете представить, сколько их трудов ему стоило вжиться в эту роль и находиться рядом в интимной обстановке с Бертой. Но это все еще можно было вытерпеть. Но вот когда они собрались спать вместе, в одной комнате, в одной постели, тут уж наш Жан включил семерку мечей на полную. Я не смогу описать все так красочно и живо, и поэтично, как Бальзак, но диалоги и хитрость полностью соответствуют семерке мечей по части того, как завоевать и тело, и сердце Берты. И если вы думаете, что Берта обо всем догадалась, то вы недооцениваете семерку мечей. Даже после того, как у них случилась та самая интимная близость, глупышка все еще была в неведении. И лишь после признания Жана она была шокирована. Она закричала. Теперь в этой идиотской и патовой ситуации после случившегося каждый старался вести себя благородно. Жан со своей стороны признавался в любви, что ему свет не мил без Берты. Берта, что
убьет себя кинжалом, если только Жан приблизится к ней снова. Тогда он решается на отчаянный шаг. Чтобы гнев мужа не пал на Берту, он отбирает у нее кинжал и наносит себе смертельную рану, давая понять, что у нее теперь есть оправдание перед мужем. Ведь она не виновата. И пусть расскажет все, как и было на самом деле, что это Жан хитростью хотел завладеть ею, но она, узнав правду, кто он, защищала свою честь и убила его. Вот так в нескольких предложениях я вам сжато пересказал страниц 20 печатного текста. Вы спросите, а кто же это на карте изображен? А это горбуня Фалота. Ее называли ведьмой и сильно подозревали, что она летает на шабаш верхом на метле. Именно она вылечила смертельно раненого Жиана. И эта часть истории заканчивается так, как и полагается закончиться по семерке мечей. Все спасены, никто ничего не узнал. Увы, но конец истории в целом не так оптимистичен. Почти все погибли, с честью и достоинством, расплачиваясь за свой обман спустя многие годы. Герой нашей сегодняшней лекции – семерка мечей. Аркан, который даст фору не только Оушену, но и всем его друзьям вместе взятым. Почему на карте из колоды Гюстава Дере изображен не главный персонаж по имени Жан, а это ведьма? Этот вопрос мы сделаем риторическим. Пусть ребята из Лос Карабео нам ответят. Может быть, это когда-то случится. Кто знает. Я продолжаю упорно вдалбливать в ваше подсознание список из 7 пунктов, который поможет вам сходу раскрыть любой аркан. Полнее, даже впервые увиденный. Этот список не готовых ответов, а скорее структура, которую нужно заполнить словно анкету-опросник. О чем речь? Сейчас покажу. Практически каждый аркан можно разделить на эти пункты, задавая себе вопросы или, как я уже сказал, заполняя пункт за пунктом, как анкету-опросник. Внутри и снаружи я называю этот пункт. То есть можно, условно говоря, по этому аркану обманывать себя, а можно кого-то. Если со вторым все более-менее понятно, то вот с первым, как ты сам себя обведешь вокруг пальца. Причем я не говорю про самообман, а именно про благородное побуждение. Но вот с такой некой хитрецой. Вот вам пример из личной жизни. Для меня важно вставать рано, примерно в 6-6:30 утра. Тогда мой день складывается просто отлично. Но стоит признаться, что это не всегда легко. Мой организм порой совершенно отказывается подчиняться моему разуму, и в ход идет вот эта самая моя внутренняя семерка мечей. Причем она настолько искусно работает, что я порой и сам не замечаю, как поддаюсь на ее уговоры. В общем, выглядит это примерно так. Звонит будильник, естественно, я просыпаюсь, выключаю его и думаю, вот же рано вставать-то так надо, а поспать еще хочется. Полежу минут еще 10-15. В принципе-то ничего не поменяется. Тут же прилетает вторая мысль. Смотри, ты-то ведь уже проснулся, все равно рано. Давай быстренько в туалет и снова в постель досыпать. Оно ж и приятнее так будет. Отличная идея. Вы уже поняли, что семерка мечей меня подцепила на крючок. Я встаю с кровати с мыслью, что ровно через минуту вернусь туда снова. Иду в туалет. В процессе приходит вторая мысль. Слушай, а не почистить ли тебе зубы? Правда, ты же все равно уже встал. Сейчас зубы почистишь, значит дольше потом полежать можно будет. Уже не 10, а 20 минут. Чищу зубы и умываюсь. Такс, отлично, думаю я. Сейчас пойду и как завалюсь. Слушай, а давай мы постель заправим и ляжем сверху на покрывало. Чтоб потом не заправлять, чтобы подольше поспать. Полчаса уже, а? Что скажешь? Спрашивает меня семерка. Отличная мысль, я отвечаю. Затем я заправляю постель, сразу готовлю одежду на выход, снимаю с вешалок, кладу на кровать. Чтобы если я усну, то потом не пришлось в попыхах собираться.
И какой вы думаете результат? Я ловлю себя на мысли, что я уже не хочу спать. Не знаю, может, это я такой дурачок, что способен сам себя обмануть. Но я, правда, не собираюсь заранее себя перехитрить. Я на полном серьезе думаю, что смогу потом вернуться в постель, и все, что я не делаю, так это только для того, чтобы мне было комфортнее и спокойнее потом спать. Не знаю, еще раз, у вас такое случается или нет, но я за собой замечаю. Еще раз, смотрите, пункт «внутри-снаружи» показывает, что мы что-то делаем, тогда это внутреннее, или над нами что-то делают, тогда это внешнее. Арканы до и после. 6 мечей и 8 мечей. Что каждый из них означает? Понимание их роли поможет глубже осмыслить 7. Помните, в 6 это побег из наболевшей ситуации в новое неизвестное. Отплытие к другому берегу, то есть это поиск лучших берегов или лучшего решения, или способа действия, ну и так далее. И это весьма динамичная карта. 7 словно показывает, куда человек пришел. А вот если урок по 6 не пройден, то 7 словно помогает выкрутиться из сложившейся ситуации, когда, например, человеку так и не удалось покинуть старый берег. Ага, мол, покрутился и обратно вернулся. И тут человек включает ту самую 7 и начинает выкручиваться, почему, собственно, он сбегал и почему вернулся. 8 же указывает на то, что неосторожное обращение с острым оружием может привести к тому, что те мечи, что еще недавно были у тебя в руках, теперь окружили тебя, словно непреодолимое препятствие. И, кстати сказать, наш главный герой, Жиан, он таки из 7 перешел в 8. Когда он перехитрил сам себя, вместо того, чтобы выйти сухим из воды, то словно разбросал острые мечи вокруг себя, завязал себе глаза. Что делать и как поступать теперь не знает. И теперь мы понимаем, что 7 очень коварная карта. Пытаясь перехитрить кого-то и поиметь себе выгоду, можно перехитрить самого себя и поимеют тебя. В реверсе я бы сказал: не рой другому яму, сам в нее упадешь. Следующий пункт. Статика или динамика. И глядя на этот аркан, конечно же, это динамика. Но очень специфическая. Это словно пытаться бежать по натянутому канату. Я думаю, вы все, наверное, видели, как профессиональные повара нарезают овощи на салат, нож в руке словно летает. Вы же понимаете, что одно неверное движение, и салат тут же будет приготовлен в лучших вампирских традициях. Ну, то есть с кровью. Посмотрите на традиционной карте, как держит мечи наш герой. Видите? Он держит их за лезвие. А это значит, что хотя тут и присутствует динамика, но безопасность и осторожность на первом плане. На моей первой работе мой напарник, который был старше и опытнее меня, учил, что важно соблюдать 3 пункта в работе. Безопасность, качество, скорость. И именно в такой последовательности. И это очень созвучно с 7 мечей, той динамикой, что в ней отображена. Такой специфической динамикой. Запомните, пожалуйста. Безопасность, качество, скорость. Если наоборот, то уже пахнет реверсом. Буквальное прочтение – это следующий пункт. Буквальное прочтение очень часто может выручить, особенно когда вопрос не предполагает какого-то глубокого раскрытия, а что-то типа «да-нет». Тогда очень часто мы читаем карты оракульно, то есть обращаем внимание не на смысл карты, не на то, что стоит за образом, а на то, что изображено непосредственно. И вот тут каждая колода вносит свои детали. Посмотрите, например, на вот эту 7 из колоды Гюстава Дере. Визуал имеет мало общего со смыслом карты. Тут тебе ни мечей, ни хитросплетенной комбинации, да и вовсе изображена ведьма, а не наш герой-любовник.
Мало того, если вы присмотритесь к аркану повнимательнее, а еще лучше давайте я вам на весь экран включу гравюру, то вы увидите, что рядом с бегущей старухой то и дело снуют привидения или души неупокоенных мертвецов. Старуха явно спешит, она просто несется во весь опор. Ну, прям-таки колдовской образ вырисовывается, не так ли? Особенно актуально для тех, кто работает как диагноз на выявление негатива. И такие специалисты знают, что даже традиционная семерка мечей Уэйта указывает на наличие крадников, например, или в целом обнаружение какого-либо негатива на клиенте. Символика. Следующий пункт. Обращайте на нее всегда внимание. Ищите скрытые подсказки и фишечки. Они будут для вас словно ключики, открывающие потайные двери в более глубокий смысл карты. У Уэйта это и золотой фон, как намек на благородные помыслы героя, и мечи, которые он держит за острие, а значит, не собирается применять их по прямому назначению. Это раз. А два, как я уже говорил, указывает на аккуратное поведение, чтобы ай-яй-яй не порезаться. И то, что он идет на цыпочках. И не вместившиеся два меча в руки, и лагерь воина на заднем плане. В общем, символики предостаточно. Ее мы в этом цикле лекций по Уэйту не разбираем. А вот на карте из колоды Дере как таковой символики нет. Ну, не сложилось традиционно ввиду молодости колоды. Но вот сама история, написанная Бальзаком, она помогает нам понять аркан глубже. Масть или знак зодиака – это следующий пункт, на который нужно обращать внимание при разборе каждого аркана. Конечно, смотрим на масть карты. В данном случае это мечи, стихия воздух. И хорошо этот аркан можно понять, сравнивая его с остальными семерками. Так, например, Пентакли, семерка Пентаклей, совершенно статичная карта, как и полагается Земле. Человек ждет, когда матушка природа даст свой урожай. Такая же инертность наблюдается и в кубках. Это карта мечтаний и фантазий. А вот семерка жезлов и семерка мечей – это карты действий. Но в отличие от стихии огня, воздух – это наш ментальный уровень. Наш мыслительный процесс, способность принимать рациональные решения, строить сложные комбинации и схемы. А воздух логичен, прозрачен, требует пространства, ему чужды эмоции, но ему подчинен разум. Логика и прагматичность – его лучшие друзья. Воздух – это наши мыслительные способности, умение держать в голове миллион мыслей. Причем не хаотично, а стройными рядами. Это многозадачность, словно у новейшего процессора. Держать в уме все ходы и комбинации – это одно, а второе – вовремя всем этим воспользоваться. Все это ментальные способности, подчиненные стихии воздух. Магия числа. Следующий пункт. Число 7 традиционно считается волшебным и магическим. Седьмой сын седьмого сына имел магические способности. Бог сотворил вселенную за 6 дней, а на 7-й день почил. Неделя имеет 7 дней, а каждому из 7 дней соответствует одна из 7 планет. Так было в древности, так есть и сейчас. А за каждой из планет в античности скрыт один из богов из пантеона. И пусть вас не удивляет такое количество планет, ведь Земля и Плутон, они в этот список не входят. А потому число 7 в алхимии тоже имеет тесную привязку и к количеству планет, и к металлам, которые закреплены за этими планетами, их тоже 7, и они имеют разные свойства. Давайте пойдем дальше металлов и вспомним про радугу и ее 7 цветов. Число 7 – это сумма земного, ну то есть материального, и небесного, духовного. 4 плюс 3 равно 7. Земное – это квадрат, а небесное – треугольник. Помните аркан умеренность, где на груди изображен треугольник, вписанный в квадрат? То, что наверху, происходит от того, что внизу, а то, что внизу, происходит от того, что вверху. Это часть фразы Гермеса Трисмегиста, Гермеса трижды величайшего. Следовательно, семерка – это объединение
Инь и янь – это полнота духовная и физическая, материальная. А помните 7 чудес света? Всемирный потоп, согласно Библии, длился 7 дней. Именно столько лил, не прекращая дождь. Великий пост у христиан длится 7 недель, то есть 7 на 7. 7 смертных грехов и в противовес им 7 добродетелей. 7 суток длится одна фаза Луны. За 7 печатями, за 7 замками, цветик семи цветик, 7 одного не ждут. В общем, список бесконечный. И вы понимаете, что это необычное число. И в нем сокрыто нечто магическое и приземленное одновременно. Итак, запомните эти 7, да, не случайно, 7 пунктов и пользуйтесь ими подобно шаблону анкеты при каждом знакомстве с арканом. А если вдруг в какой-то момент вы смотрите на расклад и не понимаете, с чего начать, то воспользуйтесь этими пунктами, и дело сдвинется с мертвой точки. Ну и в конце концов это поможет избежать грубых ошибок, например, увидеть динамику там, где ее попросту нет. А сейчас давайте подробнее посмотрим, как наша 7 мечей отыгрывается в каждой из наших сфер жизни. В нашем саморазвитии, в нашей карьере, в нашей финансовой сфере пентаклей и в отношениях. Ну и отдельно поговорим с вами о перевернутом значении карты. Саморазвитие. Традиционный вопрос. Какой урок мы можем извлечь в плане саморазвития своей личности по этому аркану? Не идти напролом, а использовать обходные пути. Речь идет о сомнительных и невидимых целях, о попытке ускользнуть, уклониться от неприятных ситуаций. Как и у нашего сегодняшнего героя, так и у других Робин Гудов, все рано или поздно сводится к тому, что за содеянную ложь, во благо даже, надо отвечать. И как бы ты ни искал какой-то обходной путь, и каким бы идеальным ни был твой план, но рано или поздно правда откроется. И даже если тогда, когда ты ситуативно оказался победителем, и даже если так никто и не узнал правду, но ты сам-то знаешь эту правду. Именно ты сам себе судья. Именно ты находишь себе новые и новые оправдания твоих обходных путей. Поэтому каждый раз думай о конечной цели, а не о моментальной выгоде. Какую цель ты преследуешь, в конце концов? Иногда, да, приходится делать что-то несовместимое с моралью, но во благо себя или других людей. Кстати, вы знали, что человек, когда говорит правду, меньше напрягается, меньше испытывает микростресс. Ученые выяснили, что когда мы слышим вопрос, то в нашей голове заранее существует готовый ответ в виде правды. Все остальное требует мысленных усилий. А важно же еще запомнить, что ты сказал и кому, с какими привязками к датам, именам, числам, иными словами, как просто-напросто не завраться. Да, персонаж по 7 мечей калач тертый, и он так легко не попадется. Но еще раз, смотрите, в плане саморазвития такой человек сам себе судья, он держит ответ перед собой в первую очередь. А порой это труднее, чем попасться или не попасться. А второй аспект, помните, что число 7 – это соединение духовного и земного. Так вот, по 7 мечей мы ищем возможность путем земного приблизиться к небесному, а небесное помогает нам выживать на земле. Понимаю, что это достаточно пафосная фраза. Давайте мы ее сейчас упростим. Смотрите, усмиряя наше тело, идя на такую, я бы сказал, хитрость, мы воспитываем в себе наш дух, а затем наше высокое духовное развитие благотворно влияет на наше тело, даря ощущение радости и счастья. Простой вам пример из жизни. Это занятие спортом до 7-го пота. Эта хитрость способна воспитать в нас бодрый дух. Ну а здоровое и подтянутое тело – это лишь побочка.
Еще, если давать некую такую, я бы сказал, положительную характеристику личности, отрицательную вы и так знаете, врун он и в Африке врун, то это карта смелого персонажа, но смелого по-своему. Согласитесь, что наш главный герой отважился на поступок, который не всем под силу. Конечно, можно долго рассуждать о моральном аспекте его поведения, но давайте мы это вынесем за скобки и сосредоточимся на его смелости. И это не та смелость, когда человек грудью бросается на амбразуру или в рукопашную против 10 идет. Тут каким-то шпионажем попахивает, службой под прикрытием. Это такой себе Штирлиц, который должен с невозмутимым видом вести беседу с врагом, сохраняя покерфейс. Вот это смелость семерки мечей, необычная смелость. Как некий такой итог по саморазвитию по семерке мечей, помните, что любой хитрый ход заранее раскрыт и известен. Вам самим. Это важно. И второе. С помощью тела можно формировать наш дух. Внедрение полезных привычек – это та хитрость, которую вы можете совершить над самими собой. Карьера. Продвижение в социуме по карьерной лестнице. Эта карта подобна блестящей спецоперации в тылу врага, о которой еще долго будут ходить легенды. А по ее мотивам вполне можно снять современный блокбастер, типа фильма, кстати, «Не пойман, не вор», где каждый шаг ограбления банка продуман до мелочей и завораживает своей изобретательностью. Когда после каждого нового решения ты восклицаешь: «А что, так можно было?» Если эта ситуация рабочая, то она полна продуманности и логики. Она направлена на создание планов и проектов. Это ситуация по преодолению трудностей. Это способность удерживать сразу несколько кейсов на плаву и в деле. Это хватка, изворотливость, которая так ценится в деловом обществе. Да, конечно, в реверсе это может перерасти в головокружительные, но, увы, криминальные схемы. Если вам доводилось видеть новостной репортаж про скрытый перевоз табачных изделий через границу, то вы поняли, на что способны контрабандисты. Это вам не блок сигарет запихнуть в подлокотник. Нет, там все по-крупному. Там изготавливается кастомная выхлопная система, способная вмещать дополнительный товар. Там машины с двойным дном, а полный привод переделывается на монопривод, чтобы в образовавшихся пустотах размещать продукцию. И это тоже семерка мечей. Это такая же работа, хотя и незаконная. Изворотливая. Очень часто рядом с семеркой идет и опыт. Ум и опыт. Потому что только после многократного повторения можно добиться такого нетрадиционного подхода в делах. А давайте окунемся в историю и проанализируем тактики и стратегии большинства успешных военных операций. Ведь там не сила решала, а та самая семерка мечей. Именно своевременное ее применение позволило выиграть заведомо провальное сражение с точки зрения неудачного расположения войска, с точки зрения его, например, малочисленности и так далее. Из негатива в карьере, в реверсе, семерка мечей может указывать на плагиат, например, как на прямое воровство чужих достижений и таланта. Мол, скоммуниздил парочку идей и выдал их за свои. Я это считаю перевернутая семерка, потому что не дотягивает она до того, чтобы самому генерировать гениальные идеи и схемы. По этому аркану можно сказать, что важно не то, что сделано, а важно, как это сделано. Потому что именно семерка показывает, как работает эта схема или как мы добились этого результата. И, скорее всего, по-другому там бы и не получилось. Как говорится, или так, или никак. Если в плане работы этот аркан сравнить с каким-нибудь пентаклевым, например, с восьмеркой пентаклей, то тут налицо разный подход к делам. По восьмерке мы делаем все то же самое, что и остальные, просто более тщательно и усердно, просто бьем в одну точку. Мы не открываем Америку миру. То семерка –
Это противоположность, это преодоление трудностей, победа над рутиной, это успех после долгой и упорной работы по разработке нетипичного подхода, что со стороны может вызвать вау-эффект. Вот, кстати, почему все фильмы про 7 мечей, а не про 8 пентаклей. Потому что зритель не любит успешных зануд. Ему подавай экшен. Финансы. Следующая наша сфера нашей жизни. И это прекрасная карта для финансовых дел. Главное, на чьей стороне вы находитесь. Это вы или вас? 7 мечей передает настроение. И по соседним арканам, и по вопросу мы можем понять, с какой стороны наш клиент, что нам делать. Образно говоря, похвалить его за изобретательность. Или предупредить, мол, не знаем рода, не лезь в воду. Там такие акулы матерые, что обставить тебя в 2 счета. В общем и целом суть аркана вы поняли. 7 мечей в финансах, она подобна острому ножу. Вы можете держать его правильно, за рукоять, нарезая лакомые кусочки пирога, а можно перевернуть и взяться за лезвие и очень быстро выйти из финансовой игры. Если вам поступает финансовое предложение, то стоит очень внимательно к нему отнестись с такой-то картой в раскладе. Если же это совет для вас или для вашего клиента, как вам стоит поступить в той или иной ситуации, связанной с деньгами, то не стоит думать, что это прямое указание нажучить своего партнера. Нет, это скорее совет проявить гибкость, дипломатичность, не идти напролом, а искать обходные пути. В отношениях чаще всего людей противоположного пола. Ну что же, весьма стандартное и даже традиционное значение по 7 мечей – это то, что она несет ложь, обман, предательство, неискренность, фальшь. Но это очень, знаете ли, одностороннее значение. И наш сегодняшний герой показал, что 7 мечей в отношениях может показывать очень нестандартный подход в завоевании сердца полюбившейся парню девушки. И я уверен, что многие женщин были бы не против оказаться на месте нашей главной героини, чтобы в самый неожиданный момент испытать тот самый вау-эффект. А 7 умеет удивлять. И по части составления хитроумных комбинаций ей нет равных. Главный вопрос лишь в том, эти действия направлены против вас или для вас. Наш парнишка, наш Жан, словно говорил: «Не возьму силой, так возьму хитростью, но эта девушка будет моя». Негативный сценарий, чуть-чуть реверса затронем, негативный сценарий в таком завоевании может заключаться в том, что это делается, например, наспор или ради победы. И заметьте, никакой измены или обмана, но и чувств здесь нету. Впору вспомнить целый ряд фильмов, где парни спорят друг с другом, как быстро один из них завоюет сердце прелестной, понравившейся ему красавицы. Девушки, ищущие папиков под видом большой и чистой любви. Мы тут 7 мечей, между прочим, разбираем, так что нечего там сидеть и хихикать. Так что вот наш бальзаковский главный герой очень даже позитивный персонаж, с какой стороны на него не посмотри. Да, хитрец, да, великий комбинатор, но ведь главное – это мотив. А мотив у него был самый искренний. Влюбился. Недаром на классике изображен парень, уносящий все мечи. В отношениях такой персонаж обезоруживает. Против него вы бессильны. У него все схвачено и все подготовлено. И если он хорошенько подготовился, то, скорее всего, у вас не было ни единого шанса устоять. Вспомнил еще один фильм. Называется «Сердцеед». У главного героя 7 мечей – это, в принципе, суть его профессии. Если не смотрели, то моя вам рекомендация после моей лекции погрузиться в эту картину и посмотреть на нее, но уже сквозь призму новых знаний. Парень хорош, настоящий мастер своего дела. Но парадокс в том, что, как это часто и бывает по этому аркану, перехитрил парнишка сам себя. Влюбился по уши и растерял все свои мечи.
Если отношения уже длятся какое-то время, то появившаяся семерка мечей в раскладе вряд ли укажет, что ваш партнер решил вас вновь покорить. Это может быть измена. С одной стороны, как вид обмана. А с другой, если у вас рыльце в пушку, то это вполне могут быть шпионские игры с его стороны. Слежка за объектом, влезание в мобильник, подслушивающее и подглядывающее устройство, а также сделанное тайно фото и тому подобные услуги. А если понадобится, то и создание компромата. Итак, по отношениям запомните, главное – мотивация. А семерка мечей – это лишь способ идти к своей цели. Семерка не мотивация, это способ реализации. В реверсе, в негативном прочтении этой карты, как я часто говорю каждому аркану, это также может быть что-то внутреннее, а может быть что-то внешнее. Пункт называется «внутри и снаружи». Снаружи все внешние обстоятельства словно подталкивают человека, а порой и не оставляют выбора. Но внутри он слаб и не способен проявлять смекалку. Второй вариант – это когда снаружи вполне можно обойтись традиционным способом решения задачи. Человек решил поиграть в шпиона. По энергетике. Недобор или перебор? Недобор – это недостаток энергии для задуманного. А отсюда желание не доводить дело до конца, а поскорее убежать, как только появится возможность. А не тогда, когда дело будет доведено до конца. Такой себе не до Штирлиц, я бы сказал. В переборе очень часто может проистекать от непризнания окружающими. А отсюда желание всем доказать, из чего ты сделан. И такой персонаж чаще всего лезет на рожон и склонен переоценивать свои умения и таланты. Слишком самоуверен, а потому попадется или наломает дров. Прямая карта говорит об уме, а перевернутая – горе от ума. Как итог по сегодняшней лекции, я бы хотел пожелать вам проявлять смекалку и дипломатичность. В решении вопросов не идите напролом, а составьте точно выверенный план, как у знаменитых друзей Оушена. Не план ограбления, а план своего развития. Продумайте все цели, роль каждого и, если понадобятся, отходные пути, в хорошем смысле этого слова. Примените все 7 мечей, все 7 мудрых мыслей на благо себе и другим людям. При этом остерегайтесь чрезмерной уверенности в себе, иначе все рухнет. Один из девизов семерки мечей гласит: глаза видят, уши слышат, разум верит. Семерка – это умело поставленная пьеса, где каждый герой выполняет свою задачу настолько хорошо, что под занавес мы начинаем плакать и аплодировать. Я желаю, чтобы ваш острый ум всегда преследовал благие цели. Направляйте себя и своих клиентов, давайте им ценные советы и рекомендации, которые помогут избежать лжи и обмана. Большое спасибо за то, что продолжаете меня смотреть. Радуйте меня своими лайками и комментариями. Желаю вам удачи, всего самого лучшего. До свидания.